2023 год необычных событий в мире кино. Забастовки, провалы блокбастеров, оригинальные премьеры и неожиданные хиты проката. Даже мем-феномены вроде Барбенгеймер. Для киноиндустрии это был год вызовов и изменений. И неудивительно, что он подарил нам множество прекрасных новинок. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня подводим некоторые из итогов прошлого года. В этом выпуске 15 лучших фильмов, вышедших в 2023. У всех выше 7 баллов IMDb, и расположены они по возрастанию рейтинга. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. 2-3 «Демон, приди». В центре сюжета группа подростков, которые заполучают старинную керамику с обрубленной человеческой рукой внутри, на которой предыдущие владельцы оставили таинственные надписи и знаки. Оказывается, что рука — это своеобразный телефон в потусторонний мир. Держа ее за кисть и произнося «поговори со мной», можно связаться с духом умершего человека. А сказав «я впускаю тебя», можно дать духу на время владеть твоим телом и узнать его мысли и чувства, а заодно получить нехилый кайф. Друзья решают сделать из этого забаву и записывают свои игры на видео, естественно, ради хайпа в соцсетях. Но игры с духами не шутка. Они могут быть опасными и непредсказуемыми, особенно если нарушить правила и держать руку слишком долго. Тогда может произойти то, чего никто не ожидал. Высвободится злая и могущественная сущность, которая будет мстить за свое беспокойство и изводить того, кто нарушил запрет. Фильм — это дебют братьев Дэнни и Майкла Филлипу, которые известны своими виральными видео на YouTube и короткометражками. Они придумали уникальную историю, в которой сочетаются классические мотивы хорроров с актуальными темами технологий и социальных медиа. 2-3 «Демон, приди» — это фильм, который не оставит вас равнодушными. Он поражает реалистичными и пугающими практическими эффектами, которые создают живое и мрачное представление об игре с духами и ее последствиях. Честно говоря, это, пожалуй, один из самых страшных фильмов, которые я смотрел за последние годы. Он был потрясающим, крайне непредсказуемым и невероятно напряженным. Это один из немногих фильмов, во время просмотра которых я совершенно не представлял, чего ожидать дальше. И это один из лучших хорроров 2023, который точно обязателен для просмотра поклонниками жанра. «Герой наших снов» — остроумная сатира, которая раскрывает абсурд и непостоянство славы в эпоху соцмедиа. Николас Кейдж сыграл одну из своих самых ярких ролей — Пола Мэтьюса, уставшего и разочарованного преподавателя биологии, который, по сути, не нужен никому в мире. Поэтому, когда весь мир необъяснимым образом начинает видеть его в своих снах, мечтать о нем и превозносить, это не только странно, но и довольно лестно для парня, который просто хочет, чтобы в жизни его хоть немного ценили. Но то, что поначалу кажется исполнением желаний, вскоре становится кошмаром, ведь его альтер-эго и сновидений показывает всем свою ненависть и злобу, разрушая доброе имя и жизнь Пола. Фильм наполнен смешными и потрясающими эпизодами, от экзотических до разноплановых сцен, от эротических грез до кровавого безумия. Сценарист и режиссер Кристофер Боргли мастерски использует сюрреалистический сюжет фильма, чтобы высмеять культ личности, подчеркнуть мощь подсознания и указать на риск потерять власть над своим «я». «Подземелья и драконы. Честь среди воров». Фэнтезийный комедийный боевик, который переносит нас в удивительный мир легендарной ролевой игры. Главный герой фильма — Эджин Дарвис, бывший орфист и очаровательный вор, который собирает команду отчаянных искателей приключений. Их цель — спасти дочь Эджина и найти древнюю реликвию, способную вернуть к жизни мертвых. События разворачиваются в забытых королевствах, одном из самых известных и любимых миров D&D. Фильм — это веселое и захватывающее приключение, которое дает дань уважения игре и ее фанатам, но также привлекает внимание широкой публики. Он полон отсылок и пасхалок, связанных с игрой, включая даже многочисленные мемы онлайн-сообщества. Он также оригинально использует механику и правила игры, чтобы создать смешные и напряженные ситуации. Юмор часто основан на характерах и взаимоотношениях персонажей, которые замечательно раскрыты актерами. Кроме того, он поражает своей визуальной стороной. Операторская работа, дизайн и спецэффекты на высшем уровне. Фильм, увы, не стал блокбастером, но получит продолжение в виде сериала на Paramount+. Я лично считаю это потрясающей новостью. Фэнтези как жанр сейчас испытывает откровенный кризис, и безумно редко появляются такие хорошие новинки, которые могут завоевать сердца зрителей. «Кто убил Блэкбери» — это биографическая комедийно-драматическая экранизация книги «Потеря сигнала», которая повествует о том, как появился и рухнул первый смартфон в истории. Фильм разделен на две части, каждая из которых показывает различные этапы развития Блэкбери. В первой части события происходят в 1996 году. Мы узнаем, как Лазаридис и Фрэгин, два друга-изобретателя из канадского городка Уотерлоу, придумали уникальное устройство, которое могло отправлять и принимать электронные письма по радиосвязи, и назвали его Pocket Link. Они представили свое изобретение Балсилли, смекалистому менеджеру, который был восхищен технологией и идеей, но не названием. Итак, после ребрендинга появилась компания, которую вскоре узнает весь мир. Вторая часть переносит нас в 2003. Мы видим, как BlackBerry достигает огромного успеха, занимает лидирующие позиции на рынке и даже получает прозвище Crackberry за свою привлекательность. Но компания сталкивается с сильным соперником, который производит персональные цифровые ассистенты, ПДА. Теперь все под угрозой. Репутация, технологии и доверие партнеров. Фильм написан остроумно, умно и с юмором, показывая, как деньги и алчность могут разрушить творчество и фантазию.
фантазию. В фильме есть множество замечательных диалогов, умных аллюзий, запоминающихся музыкальных композиций, которые создают необычную и захватывающую атмосферу. Air «Большой прыжок» — биографическая драма о спорте и бизнесе, которая повествует о том, как один маркетолог изменил историю баскетбола и обувной индустрии, уговорив Nike заключить контракт с Майклом Джорданом. В главной роли Мэтт Дэймон, который играет Сони Вакара, неординарного и харизматичного рекрутера, который увидел в Джордане, тогда еще молодом и неизвестном игроке, огромный потенциал. Вакара поставил на карту свою карьеру и репутацию, чтобы убедить руководство Nike, в том числе Фила Найт и Роберта Страссера, сделать Джордану предложение, которое он не сможет отклонить — собственную линию обуви Air Jordan. Вакара также находит и ключик к будущей звезде, его мать Делорис, которая хотела для своего сына лучшего и понимала, каким талантом он одарен. Фильм — это увлекательная остроумная драма, которая захватывает зрителей благодаря живым диалогам, искрометному юмору и атмосфере 80-х. Сам Майкл Джордан не появляется на экране, но режиссер использует хитрости, чтобы создать ощущение его присутствия, например, голос за кадром, силуэты и документальной съемки. Это позволяет сфокусироваться на других героях и их судьбах, а также уважительно относится к личной жизни Джордана и его спортивным достижениям. «Мальчик и птица» — новая анимационная лента от Хаяо Миядзаки, легенды мирового кинематографа и основателя студио Гибли. Фильм представляет собой полуавтобиографическую сказку о жизни, смерти и творчестве, которая основана на воспоминаниях Миядзаки о своем детстве и на романе Гензабура Йосина «Как поживаете». Главный герой фильма Махита Маки, 12-летний мальчик, который потерял мать в пожаре в больнице во время Второй мировой. Он перебирается в деревню, в дом, к своему отцу Сёити, инженеру истребителей, и мачехе Нацука, сестре умершей матери. Однажды Махита замечает загадочную серую цаплю, которая умеет говорить. Следуя за ней, Махита попадает в удивительный мир, где сосуществуют живые и умершие, и открывает для себя тайны этого мира и свою судьбу. Он узнает, как ценить жизнь со всеми ее радостями и горестями, как преодолевать свои слабости и страхи. Фильм — это глубокая и трогательная исповедь Миядзаки, в которой он открывает свою душу и делится опытом. В нем присутствует дань памяти его другу и соратнику Исао Такахати, покинувшему этот мир в 2018-м, и почтение традициям студио Гибли. В нем можно найти множество культурных и религиозных символов, скрытых смыслов и отсылок к предыдущим работам студии. Джон Уик 4. С тех пор, как в первой части фильма убили его пса, легендарный киллер никак не оставит обидчиков в покое, и в четвертом фильме он возвращается с новой порцией мести. Сюжет продолжает события Джон Уик 3 Парабеллум, в котором Джона предал Уинстон, хозяин нью-йоркского континенталя, и оставил на суд высокому столу, жестокой организации, контролирующей криминальный мир. Джону на помощь приходит Бауэри Кинг, глава сети бродяг-шпионов, который дает ему возможность отомстить высокому столу. К четвертой части фильма о Уике рисковали окончательно стать самопародией, поскольку история о его приключениях в необычайно сложном и благородном преступном мире становилась все более и более нелепой. Но в четвертой части ощущается некое оперное великолепие конца истории Джона, что поднимает весь цикл на новый уровень. А еще этому способствует то, что в этой части самые захватывающие и насыщенные экшн-сцены. Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1. Седьмая часть франшизы продолжает захватывающие приключения Итана Ханта, легендарного шпиона, которого вновь сыграл Том Круз. Это первый из двух фильмов, связанных общим сюжетом. В центре истории Entity — искусственный интеллект, который угрожает миру своими возможностями управлять ядерным оружием. Итан и его команда пытаются найти две части ключа, который может остановить Entity, но на их пути встает Габриэль, бывший агент ОМН, ставший наемником. Фильм поражает зрелищностью и динамикой. Здесь все: невероятные локации, ошеломляющие трюки и напряженные экшн-сцены. Круз и режиссер Кристофер МакКуари снова показали мастерство в создании уникальных и запоминающихся кинематографических эффектов, закрепляя за франшизой звание одного из самых лучших и самых оригинальных экшенов нашего времени. «Анатомия падения» — криминальный драматический триллер, который завоевал золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 2023. Фильм рассказывает о судьбе Сандры Вайтер, немецкой писательницы, которая становится подозреваемой в убийстве своего мужа Самуэля. По словам Сандры, Самуэль случайно упал с их балкона из уединенного горного шале после того, как они поссорились. Но полиция уверена, что это Сандра нанесла ему смертельный удар тяжелым предметом и сбросила в пропасть. А ключевым свидетелем в этом деле должен стать их слепой сын Даниэль. Фильм не просто демонстрирует судебный процесс, а пытается проникнуть в глубины человеческой психики и раскрыть тайны семейных отношений. Он заставляет зрителя переживать вместе с героями, чувствовать их страх, боль и сомнения. Фильм неплохо удерживает внимание, создавая атмосферу напряжения и неожиданности, постоянно старается удивить новыми фактами и деталями, которые меняют ход расследования и заставляют иначе смотреть на персонажей.
«Убийцы цветочной луны» – эпическая сага о преступлении и наказании, любви и предательстве, расизме и справедливости, снятая Мартином Скорсезе. В главных ролях Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Глэдстоун. Скорсезе и его сценарист Эрик Рот вдохновились реальными событиями, описанными в книге Дэвида Грана «Убийцы цветочной луны». Она рассказывает историю племени Осаги, индейцев, живших в Оклахоме в 1920-х. Осаги обладали огромными запасами нефти на своей земле и были одним из самых богатых народов в мире. Но их счастье было разрушено, когда они стали жертвами заговора, задуманного белыми захватчиками, жаждущими их денег и земли, что опять же равнозначно деньгам. Сотни Осаги были убиты или исчезли без следа, а правосудие было бессильно. В центре сюжета романтическая и трагическая история Молли, дочери вождя Осаги, и Эрнест. Они влюбляются друг в друга, но их любовь оказывается под угрозой, когда выясняется, что Эрнест связан с Уильямом Хейлом, самым могущественным и жестоким человеком в регионе, который стоит за преступлениями. Фильм — это мощное и потрясающее произведение искусства, которое показывает одну из самых зловещих и забытых глав американской истории. Он также дает дань уважения народу Осаги, который не сдался перед лицом зла и сохранил свою культуру и достоинство. Фильм поражает визуальной красотой, атмосферой и музыкой, которые переносят зрителя в Оклахому 1920-х. «Стражи Галактики. Часть 3». В третьей заключительной части серии стражи сталкиваются с одним из самых опасных врагов — Адамом Уорлоком, искусственно созданным совершенным существом, которое намерено отомстить им за оскорбление его творца, верховной жрицы Аэши. Адам нападает на новую базу стражей на Забвении и тяжело ранит ракету, которая оказывается в смертельной опасности. Так как в его теле спрятан убийственный переключатель, который может взорвать его в любой момент, шансов на стандартные способы лечения нет. Этот переключатель вживил в ракету его создатель, высший эволюционер. Стражи понимают, что единственный способ спасти ракету — найти эволюционера и заставить его деактивировать чип. «Стражи Галактики 3» — это фильм, который не оставит равнодушным ни одного зрителя, ведь эти герои за 3 фильма уже стали как родные. Лента стала настоящим подарком для фанатов Марвел, которые ждали ее с нетерпением, несмотря на все перипетии, связанные с созданием фильма. Джеймса Ганна увольняли из-за скандальных твитов, затем восстанавливали на посту, затем съемки были отложены из-за пандемии, а также из-за того, что Marvel Studios должны были переосмыслить всю свою стратегию после финала «Мстителей». Но все эти проблемы не помешали Ганну снять блестящий фильм, который стал достойным завершением одной из самых необычных и оригинальных трилогий в истории кинематографа. «Прошлые жизни» — фильм о любви, судьбе и жизненном выборе, полной красоты и чувственности. Главные герои Нора и Хэсон — друзья детства, которые потеряли друг друга, когда девушка уехала с родителями из Южной Кореи в США. Через 12 лет они снова связываются по видео, но не могут увидеться вживую из-за разных жизненных ситуаций. Еще через 12 лет Хэсон приезжает в Нью-Йорк, где Нора живет с мужем Артуром. Их встреча пробуждает давние чувства и воспоминания, а также заставляет задуматься о том, что было бы и что еще может быть. Фильм написала и сняла Селин Сонг, которая этой полуавтобиографией интимной истории, основанной на реальных событиях из ее жизни, ознаменовала свой полнометражный дебют в кино. «Годзилла -1». В 2023-м на экраны вышел японский фильм о кайдзю, который вернул культового монстра к его истокам. -1 — это не просто очередная феерия разрушений, но и глубокая драма, которая затрагивает исторические и социальные проблемы Японии. Фильм переносит нас в послевоенный Токио 1946 года, где мы знакомимся с семьей, выживающей в условиях нищеты. Главный герой — бывший пилот камикадзе, который отказался от самоубийства и теперь живет с чувством вины и стыда. Его жена и дочь также страдают от последствий Второй мировой, которая оставила на их душах глубокие раны. Их жизнь еще больше усложняется, когда на горизонте появляется гигантский ящер Годзилла, символизирующий ядерную угрозу и национальную трагедию. Фильм не только воссоздает атмосферу оригинальной Годзиллы 1954 года, но и вносит в нее новые элементы и повороты сюжета. Один из них — атомное дыхание Годзиллы, которое представлено как оружие массового поражения, способное уничтожать целые города. Фильм показывает, как люди пытаются справиться с этим ужасом, а также как они относятся к кайдзю, как к врагу или как к жертве. Лента получила высокие оценки критиков за эмоциональную историю, впечатляющие визуальные эффекты и острый социальный комментарий. Многие критики считают эту часть одним из лучших фильмов о кайдзю, который превосходит по качеству многие голливудские блокбастеры. «Оппенгеймер» — захватывающий биографический триллер, который рассказывает о жизни и наследии одного из самых влиятельных и противоречивых физиков в истории — Джулиуса Роберта Оппенгеймера. Он был лидером Манхэттенского проекта, секретной операции по созданию атомной бомбы во время Второй мировой, которая изменила ход истории и судьбы человечества. Режиссер Кристофер Нолан создал уникальный кинематографический опыт, демонстрируя свое мастерство в сюжете, визуале и подборе актеров. Фильм затрагивает разные периоды жизни Оппенгеймера, от его молодости, когда он увлекался квантовой механикой, до его зрелости,
когда он предал своих друзей и семью ради научного прорыва и славы, и до его старости, когда он стал объектом политического притеснения и испытывал глубочайшее раскаяние за все свои свершения и поступки. Фильм не стесняется показывать темные стороны личности и деятельности Оппенгеймера, дает обширный обзор исторического и научного контекста эпохи атома и поражает своими техническими достижениями. Человек-паук. Паутина вселенных. Потрясающее продолжение через вселенные. В нем мы снова встречаем Майлза Моралеса и Гвен Стейси, которые отправляются в захватывающее приключение по мультивселенной. Новый фильм превзошел все ожидания. Он имеет столько художественных достоинств, сколько и альтернативных версий Спайди в этом фильме. Но самое впечатляющее в этом анимационном сиквеле — то, как он сочетает в себе захватывающее зрелище, экшен и глубокие эмоции. Создатели не забывают о внутреннем конфликте Майлза и Гвен, которые являются главными героями фильма. Майлз стал сильнее как герой, но все еще испытывает трудности и сомнения в жизни. Он пытается совместить свои обязанности перед родителями, школой и своей девушкой, и сталкивается с новым врагом — Пятном, который может открывать порталы в другие измерения и неминуемо вызовет хаос. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и группы в соцсетях и нажимайте на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.